что вода какого-то сумасшедшего зеленого цвета, нереально просто ядовитого. И елка, ночью, скорее всего, она светится. И большие буквы Ламай. Ну и тут тоже есть заброшенные территории. Никто тут не убирает, банки, склянки. Всем привет! Сегодня мы едем в район Ламай, где проживает большое количество зимовщиков. А также мы заедем на пляж Кристал Бэй, ведь вы очень часто просили туда заехать. Поехали! Сзади меня смотровая площадка Лат-Кох. Здесь видно достаточно большую часть Самуи. Очень красивое место. Эта смотровая площадка находится как раз-таки по пути в Ламай. Нам там очень понравилось. Мы там были как раз-таки на моем дне рождения. И хотим сейчас полностью посмотреть более подробно этот райончик и вам, конечно же, его показать. Мы приехали на Кристал Бэй Бич, который так нам часто писали в комментариях, чтобы мы его посетили. И мы ехали и ломали голову, где лучше скупаться, в Кристал Бэй или же дальше, в Ламае. Но когда мы пришли сюда на пляж, все наши сомнения в принципе отпали. Мы тут точно купаться не будем, потому что вода какого-то сумасшедшего зеленого цвета, нереально просто ядовитого. Я такое видел только один раз на Финском заливе, когда под конец августа вода начала цвести. Но я никак не ожидал, что в Таиланде я вновь увижу вот такое вот. И как видите, на пляже, в принципе, людей прилично. Человек, наверное, 30-40, хоть пляж такой маленький. Но, конечно же, никто не купается, потому что помимо этого цвета еще запах очень неприятный. Как будто бы стукшая рыба с солеными огурцами. Вот примерно вот такой вот запах. Вот тут, конечно, вид просто нереальный. Очень красивые скалы как по левую сторону с огроменными камнями, так большие огроменные камни и по правую сторону. Тут есть кафешки, шезлонги, можно сидеть, отдыхать, покушать. Все, что нужно для обычного туриста, все есть. На самом деле, ребята, которые нам посоветовали это место, они снимали у себя в сторис его, и там была прозрачная голубая водичка. И такое удивление было, когда мы увидели прям ярко-зеленую воду. Я такую, у нас лично я не видела. Это прям очень интересно, потому что она какая-то просто ядерная. Такое ощущение, как будто туда краску какую-то вылили, и она вот такого цвета стала. А при этом здесь очень классный песочек, прям белый-белый, и такой мелкий, безумно приятный. И здесь очень классно загорать. Когда здесь нормальная вода, я уверена, что здесь прям супер место. Но хочу отметить кафешку, через которую надо заходить на пляж, что она прям тут очень красиво выглядит, симпатично. Вот так называется. Вот мы и добрались до пляжа Ламай. Тут такой необычный вход, красивый, мне уже нравится. Видите, Happy New Year 22. На Чевенге такого и близко нету, а тут красиво. И елка, ночью, скорее всего, она светится. И большие буквы Ламай. Сегодня, к сожалению, приличный такой ветер, поэтому, как видите, есть такие волны. Ну и за счет того, что такой небольшой шторм, видите, водоросли прям в самом начале. И бутылку вот прибило.
Хотя водичка чистая, несмотря на такую штормовую погоду. Намного чище, чем в Кристал Бэй, да, Маш? Ну, в самом начале тут такой не очень гостеприимный вид, как видите. Заброшенное все. Никто тут не убирает, банки, склянки, все это. И тут же сразу видно такой очень хороший отельчик. Уже чистый песочек, ничего нету. Видите, буквально вот 2 метра и все, и мусор. А где территория, уже чисто. Ну и море тут тоже чистое, без водорослей, без всего. Прям, вот видите, буквально чуть-чуть постараться и уже чисто. Ну и, конечно же, кокон, чтобы в Инстаграме отметиться, куда без этого. Песочек тут белый, мелкий, как видите. То есть в этом плане тут все отлично. Подходим к центральной части пляжа. Тут уже дети купаются, уже какое-то движение какое-то есть. Тут уже так видно, что отельчик попроще, барчик попроще, поэтому тут уже людей побольше. Такие барчики есть всякие разные, все открыто. Людей много даже, вот кто просто лежит. Ну так, по ощущениям, что пляж Ла-Май, он больше жив, чем мертв. Намного живее, чем пляж Чавенг. На Чавенге просто, как понимаете, там много было очень дорогих отелей, и поэтому они и позакрывались. А тут все такое более-менее доступное, я так понимаю. Ну и вообще, Ла-Май, он больше не такой супер туристический, больше для тех, кто надолго приезжает. Ну вот, в центральной части Ла-Мая, как видите, очень много каких-то бутылок. Гулять сомнительное удовольствие, если честно. Но купающихся тут уже много, видите, купаются люди. Тут жизнь бурлит. И на шезлонгах тоже людей много. Скорее всего, в доковидные времена, я уверен, на 100% тут было больше людей, но тем не менее, сейчас картина радует. Ну, насколько я вижу, тут такой крутой заход, то есть буквально 3 шага уже по пояс, а кому-то и по шею. Дальше не пойдем, там в принципе все то же самое. И какой-то забор, то есть вдоль забора ничего нет, поэтому смысла там идти нету. Сейчас тут сворачиваем и пойдем пройдемся по Ла-Маю, по первой улочке, которая вдоль пляжа. Там вам поснимаем. Машины с фруктами тут тоже функционируют, видите? Можно ланган, яблоки, джекфрут купить в таких машинах. И также многие спрашивали, а что там с пляжной атрибутикой. Рядом практически со всеми пляжами всегда есть специальные магазинчики, где вы можете купить все для пляжного отдыха. Сейчас мы выходим вот на ту улицу, я так понимаю, самая туристическая, которая была и есть на Ла-Мае. Сейчас мы вам покажем. Мы уже на этой улице проезжали где-то пару дней назад, когда у Маши был день рождения. И мы удивились, насколько тут чисто, аккуратно и нету людей. Сейчас мы вам покажем. Вот та самая улочка. Внизу напишу, как она называется. Меня на Ла-Мае удивило то, что тут такие все ровные, чистые дороги и все такая разметка хорошая. То есть такое ощущение, что недавно все реконструировали, потому что на Чавенге некоторые дороги в таком ужасном состоянии, что иногда не 50 км в час, а 10 едешь, чтобы не сломать мотоцикл. Вот видите, практически никого нету, свободно. Есть специальный тротуар для пешеходов, что, конечно, не может не радовать. Ну и тут тоже есть заброшенные территории.
7-Eleven работает, барчик какой-то работает. Массаж 200 бат. А вот какой-то есть Hot Stone массаж 1200 бат. Напишите нам в комментариях, что это за массаж. Мы ни разу такой не делали. Да. Много, конечно, заброшенных, но, честно говоря, тут намного как-то приятнее, цивильнее. Вот все, что мы видим, как-то аккуратнее тут намного, чем в районе Чавенг. В данный момент находимся в поиске какой-то кафешки, чтобы перекусить, потому что давно не ели. Хотим посмотреть, какие тут цены, отличаются ли они или нет. А вот какие-то идут приготовления. Скорее всего, тут будет какой-то вечерний рыночек. Возможно, мы даже на него заскочим. На Ламае намного меньше местных людей, потому что если в районе Чавенг, где-нибудь в центре района поселиться, то там огромное количество местных. И там очень оживленно, прям постоянно, даже пробки бывают. А тут идешь и вообще никого нету, то есть немного так удивительно. Hello. И поэтому мне этот райончик как-то приглянулся, честно говоря, прям нравится он мне. Честно говоря, если бы я в район Ламая попал где-то месяц назад, то большая вероятность, что мы бы второй месяц на Самуи прожили бы не на Чавенге, а именно в Ламае. Если мы с Машей когда-нибудь вернемся на Самуи, то большая вероятность, что это будет район Ламай. На Ламае вообще очень много людей, которые долго живут в Таиланде, и я так понял, что не зря. Вот такие барчики небольшие, очень похожи на патонги. Такие, я помню, были пустынные. Ну, наверное, вечером тут людей побольше, я так понимаю. Кто днем-то пьет. И вот такое вот название. Вот такие есть барчики. Hello. Ну, вот такая вот небольшая разруха. Видите, даже никто не трогает буфет, хотя видно, что давным-давно тут уже никто ничем не пользовался. И тут же в Ламае мы нашли вот такой вот рыночек. Думали сначала, тут всего несколько каких-то макашниц, но оказалось, что он такой, более большой. Вот видите, дальше проходишь, тут уже и овощи, и фрукты, и рыба, и все что угодно. Огроменный. Манго по 80 бат. Что-то дорого. В Биг-Си и то дешевле. Вот все что угодно душе, все тут есть. Даже мясо свежее. Также тут можно купить одежду от Gucci, как и на любом тайском рынке. Вот видите, такая вот готовая еда в пакетиках продается. Свежая. Очень тайцы любят вот это вот с собой брать и кушать где-нибудь или дома, или где-то там по пути с друзьями. Сладости. Свежая рыбка продается. Hello. Такие вот курочка, свинина. Она все время в сладком карамельном соусе. Очень часто на таких местных рыночках вы встретите меню именно на тайском языке. Что это? Непонятно. Мы зашли в кафе, где меню висит на стене. Видите, такие картинки. В тайских кафешках такое распространено, таких бюджетных. Поэтому будем сейчас выбирать и потом пальцем тыкать. Весь прикол в том, что очень часто именно вот в таких вот кафешках нам в итоге в этом кафе сказали, что они закрыты. В итоге нашли вот такую вот кафешку, которая находится совсем рядом с морем.
Очень симпатично тут так все выполнено. Ну что, нашли кафешку, сейчас заказали пад-тай, я заказал с мясом, Маша с сиафудом. Попробуем. И хотели поделиться с вами последними новостями относительно въезда в Таиланд. Таиланд Пас начал регистрировать желающих на песочницу Самуи, Панган, Тау или Краби. Схема прилета, если верить сайту посольства Таиланда в Москве, осталась прежней. Программа песочницы Самуи уже возобновлена с 11 января на прежних условиях. Песочницы Бангкока и Паттайи пока что закрыты. Принесли наши паттайи. Очень огромная тарелка на самом деле. Огроменная. Очень вкусный был пад-тай, один из таких самых вкусных, потому что что-то в последнее время мне с ним не везет, вообще нам с ним не везет. То как подошва, там какое-нибудь мясо, то ужасный соус, то еще что-то. Тут такая хорошая порция, прям безумно вкусно, с видом на море. И что самое главное, цена достаточно приемлемая для кафе, которое находится прямо на пляже. Мой пад-тай стоил 90 бат, это получается около 200 рублей. И Пашин, мой с сиафудом был, а Пашин 80 с свининой. Смотрите, какие необычные домики. Так называемые бунгало. Там, скорее всего, только одна кровать и все. Но зато рядом с морем. В Таиланде очень популярен май-тай. Мы очень часто проезжали мимо мест, где идет тренировки, и много русских парней там тренируются. И вот домики, которые я только что показывал, видите, какая цена. 400 бат это с кондиционером, 250 без кондиционера. То есть 600 рублей ночь. Представляете, как дешево. Спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось видео, то, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!